Сила воли – одна из лучших сверхспособностей, которую может использовать человек. Если ты используешь свою силу воли, чтобы дисциплинировать себя, то тебе никогда не придется полагаться на мотивацию. Подумай об этом. Если ты любишь делать что-то снова и снова, зачем тебе нужна мотивация? Так с чего же начать? Какие существуют способы развить свою силу воли? Номер 1. Взгляни на себя по-другому. Существует поговорка, что если ты думаешь, что у тебя получится, ты прав. Или думаешь, что у тебя не получится, то ты тоже прав. Возьмем, к примеру, воздержание или любую другую зависимость. Если ты думаешь, что зависим, то обязательно сорвешься. Помни, сила воли и дисциплина – это всего лишь игры разума, это все ментальная борьба. Послушай еще раз. Сила воли и дисциплина – это всего лишь ментальная игра в твоей голове, которую ты должен осознать. Даже если человек 90 дней не смотрел порнографию, в тот момент, когда он подумает, что больше не может продолжать, он обязательно сорвется. Поэтому чем больше ты играешь в эту игру дисциплины, тем сильнее становится твой образ мышления. Но опять же, ты можешь перечеркнуть все в любое время, даже если ты 2 или 3 года был свободен от зависимости. Но как только у тебя закрадется мысль, что ты можешь проиграть, то ты скорее всего проиграешь. Ты должен держать это в своей голове. Твоя реальность всегда соответствует твоим мыслям и словам. Во-первых, твои мысли о себе, а во-вторых, твои слова. Эти две вещи либо сломают, либо усилят твою силу воли. Вот почему «Притворяйся, пока не станешь» – одна из лучших игр, в которую ты можешь играть со своими мыслями. Ты замечал, что иногда люди начинают вести себя определенным образом, когда выходят из кинотеатра или после просмотра телешоу. Подумай про себя, что ты никогда не смотрел порно, забудь это состояние, и контроль над сексуальными желаниями со временем придет к тебе. Теперь, когда ты искренне начал думать по этой модели, твое тело и действия будут следовать этому, потому что тело помнит все модели поведения. Вторая часть изменения того, как ты смотришь на себя, это слова, которые ты говоришь. Ты можешь не осознавать этого, но твои слова очень сильны. Они могут создать или разрушить твою реальность. Каждый раз, когда ты говоришь что-то негативное о себе, ты перепрограммируешь свой мозг, чтобы принять это как новую реальность. Ты фактически накладываешь проклятие на себя, поэтому будь внимателен. То, как мы формулируем вещи, влияет на наши взгляды. Например, если ты борешься с курением, ты можешь сказать себе: «Я не могу курить, я пытаюсь бросить», вместо того, чтобы говорить себе, что нужно пробовать бросить. Просто скажи себе, что «я не курю». В первой фразе ты смотришь на себя как на более слабого противника. Это говорит твоему мозгу, что зависимость сильнее тебя и увеличивает вероятность рецидива на 99%. Но когда ты начинаешь идентифицировать себя как некурящего, твой мозг и тело примут это, и ты будешь считать, что ты не куришь. Твой мозг и тело примут этот новый порядок. На самом деле ты можешь даже обмануть свой мозг, чтобы поверить, что ты никогда не курил. Это то, что тебе нужно, чтобы построить новую реальность. Так что начни заменять слабые слова более сильными. Даже если ты ленив, никогда не говори себе, что ты ленивый. Если ты не мотивирован, никогда не говори себе этого. Избегай любой ситуации, где твой мозг поймает тебя на недостатке. Второй способ укрепить свой ум и силу воли – это разделить свою задачу на небольшие части. Есть фокусник Дэвид Блейн, которого некоторые считают лучшим в мире. Один из самых известных трюков, которые ты можешь найти в интернете, было проведение 63 часов в глыбе льда. Просто подумай о том, сколько силы воли и насколько сильной должна быть твоя ментальная игра, чтобы провести 63 часа в глыбе льда. Когда его спросили, как ему удалось провернуть этот трюк, он ответил, что разбивал небольшую задачу на более мелкие. Так что вместо того, чтобы сосредоточиться на общем количестве часов выполнения задачи, Дэвид Блейн разбивал ее до часа и говорил себе: «Хорошо, мне просто нужно потратить следующий час и все». После каждого часа он посылал одно и то же сообщение своему мозгу, и это работало на него. Так что даже если ты думаешь, что никогда не сможешь контролировать свой разум, это всего лишь вопрос посылки правильных сообщений мозгу. Думай о своем мозге как о ребенке. Он может быть упрямым иногда, но ты должен тренировать его. Когда задача кажется слишком большой, ты можешь подумать: «Я слишком устал, чтобы читать эту книгу», или «Я больше не могу тренироваться». Но помни себе, что твой мозг упрямится, как маленький ребенок. В этот момент тебе нужно дать правильные инструкции своему мозгу, мягким и тонким способом сказать себе: «Хорошо, давай я просто почитаю первые 10 стихов этой книги». Или «Хорошо, давай я просто поеду в спортзал, а если мне не захочется, я вернусь». И в большинстве случаев, как только ты окажешься в спортзале и перед тобой будет открыта книга, в конце ты пройдешь весь путь. Номер 3. Будь уверен в себе. Когда ты полон уверенности, ты можешь выполнить задачу, даже когда ты не особо мотивирован.
Когда задача выглядит достижимой, твой высокий уровень уверенности – это все, что тебе нужно, чтобы добиться своего. Поэтому ставь реалистичные цели, которые, как ты точно знаешь, ты достигнешь. Думай об этом так. Кто выиграет в долгосрочной перспективе? Человек, который говорит, что сбросит 30 килограмм за 2 недели и остановится через неделю, или человек, который говорит, что сбросит 5 килограмм за 2 недели и придерживается плана, потому что это гораздо более реалистичный метод. Номер 4. Измени свое отношение к силе воли. Считаешь ли ты свою силу воли ограниченной? Некоторые мужчины думают о своей силе воли как о батарейке ноутбука, который расходуется в течение дня. Ты не ноутбук, ты не работаешь от батареи, хотя ты можешь чувствовать усталость в течение дня. Но наши уровни силы воли намного больше, чем то, что мы потребляем в течение дня. Дело не в том, что наша сила воли ограничена, просто наш мозг устанавливает предел для нее, и этот предел – то, каким мы его выбрали. Так что запомни. Все начинается с ума. У нас гораздо больше силы воли, чем мы можем себе представить. Чем больше ты практикуешь эту модель, тем сильнее она становится. И чем сильнее твоя модель мышления, тем легче твоей реальности воплотить все, о чем ты так мечтаешь. Чести и удачи.